Всем привет! Давайте сегодня поговорим о том, как Российская империя интегрировала в себя гигантский степной регион. И тут, знаете, дело было не столько в завоевании, сколько в чем-то вроде колоссального инженерного проекта. И вот тут-то и возникает главный вопрос. Просто вдумайтесь в масштаб задачи. Это ж не какое-то маленькое княжество присоединить, а территорию, которая по размерам, как вся Западная Европа. Как вообще империя с таким справилась? А ответ на самом деле кроется в подходе. Это был не какой-то блицкриг, а очень долгий, методичный, я бы даже сказал, инженерный проект. План, который шаг за шагом разворачивали на протяжении 1,5 веков. Итак, план империи. С чего же все начиналось? Как и в любом большом строительстве, с фундамента. С тех основ, которые и позволили полностью перестроить весь Сигион. Давайте пробежимся по ключевым этапам. Все, по сути, стартовало в 1731 году, с первых, так сказать, юридических договоренностей. Потом, уже в XIX веке, система получила серьезные административные апдейты. А вишенкой на торте стали реформы 60-х годов, которые, скажем так, все окончательно привели к единому знаменателю. Переходим к первому уровню системы – договоры и укрепленные линии. Империя действовала сразу в двух плоскостях – юридической и инфраструктурной. Давайте посмотрим, как это все работало в связке. Ключевое понятие здесь – это укрепленная линия. И важно понимать, это была не просто стена на границе. Нет, это целая сеть опорных пунктов – административных, торговых, логистических центров. Наверное, лучшая аналогия — это современная сеть федеральных трасс. Эти линии, по сути, создали новый каркас для всего региона, который полностью перекроил и логистику, и экономику степи. И вот вам живой пример, как это работало. Представьте, раньше караваны шли через степь, практически на свой страх и риск, а теперь их маршруты, можно сказать, прилипли к этим укрепленным линиям. Стало гораздо безопаснее, предсказуемее, но, конечно, за эту безопасность пришлось платить. Платить пошлинами. То есть, по сути, дикий риск сменился государственным регулированием. Окей, если укрепленные линии — это, так сказать, железо, то теперь давайте поговорим о софте, об административных правилах, которые и заставили всю эту новую инфраструктуру работать как единое целое. Реформы 20-х годов XIX века — это, по сути, как смена всей операционной системы в регионе. Появился совершенно новый пользовательский интерфейс управления, с новыми кнопками, новыми функциями и, что самое главное, с абсолютно другой логикой. И вот в чем ключевое отличие. Вместо гибкой, традиционной системы, которая держалась на личном авторитете, пришла жесткая, стандартизированная, многоуровневая бюрократия, новая вертикаль власти. А один из главных инструментов этой новой системы — кибиточная подать. Простой, понятный, фиксированный налог с каждого хозяйства. Именно он позволил империи наладить стабильный и предсказуемый поток доходов из этого огромного региона. Идем дальше. Следующий этап — великая унификация. Это когда все разрозненные элементы системы наконец-то связали воедино. Реформы 1867-68 годов стали тем самым мастер-обновлением, которое все синхронизировало. Самое главное здесь — тотальная стандартизация. Вот эти временные положения 1867-68 годов унифицировали абсолютно все. От структуры власти и судов до налогов и правил торговли. Именно в этот момент пазл окончательно сложился. И тут возникает вполне логичный вопрос. А что стало с местными институтами? Например, с судами биев, которые работали на основе обычного права. Их что, просто взяли и отменили? Нет, на самом деле все было тоньше. Их не стали просто ломать через колено. Скорее, их аккуратно встроили в новую систему. То есть суды биев никуда не делись, они сохранили часть своих функций, но теперь они как бы работали уже в новых имперских правилах игры. И, наконец, давайте посмотрим на последствия. К чему в итоге привело вот это полное переформатирование степи? Какие долгосрочные изменения мы можем увидеть? А результат вот какой. Все эти административные реформы привели к очень конкретным земным последствиям. Изменились маршруты кочевий, торговые потоки повернули в сторону имперских центров, обострилась борьба за землю и воду, степь, по сути, начала жить по совершенно новым законам.
Так что к концу XIX века можно сказать, что проект был завершен. Степной регион оказался не просто завоеван или присоединен, он был системно перестроен и полностью интегрирован в общее имперское пространство. Вот эта фраза, мне кажется, идеально подводит итог. Это был именно механизм, сложный, многосоставной, который собирали по частям десятилетиями, а не какое-то одномоментное событие. Ну и в конце давайте оставим один вопрос, над которым стоит подумать. Ведь вся эта история с интеграцией степи — это не просто про имперскую экспансию. Это, по сути, уникальный кейс столкновения и принудительного слияния двух абсолютно разных миров — кочевого и бюрократического. И эхо этого столкновения на самом деле слышно до сих пор.